Главный герой мужского пола Рёта навсегда застрял на уровне 1, и все его атрибуты находятся на самом низком уровне. Вообще говоря, ему предстоит тяжелая жизнь в другом мире. Удивительно, но он завоевывает 3 красивых девушек за 1 неделю и покупает новый дорогой дом. Оказывается, что хотя Рёта и застрял на первом уровне навсегда, у него самый высокий уровень падения С и атрибуты удачи в этом мире. Каждый раз, когда он сталкивается с монстром, которого невозможно победить, всегда происходят различные несчастные случаи, которые помогают ему убить монстра. Кроме того, он может набирать силу, развивая капли после убийства специальных монстров. В результате он превращается в могущественного искателя приключений за очень короткое время. В подземелье в другом мире девочка по имени Эмили только что убила слизняка. Удивительно, но предметом добычи из этого слизняка является мальчик, а не ростки фасоли. Мальчика зовут Рёта, и он также понятия не имеет, почему он здесь. Из объяснений Эмили он узнает, что попал в странный мир, где все собрано из предметов, добытых монстрами, и теперь он находится на первом этаже. Если он победит слизняка здесь, то получит от него ростки фасоли. Ценность подземелья определяется их уровнем мастерства, и они могут перейти в подземелье более высокого уровня только с повышением уровня. Из-за своего низкого уровня Эмили может убивать монстров только на первом этаже, чтобы повысить свой уровень мастерства и собирать ростки фасоли в пищу. Так совпало, что на соседней стене есть устройство для проверки атрибутов, так что Эмили ведет Рёту туда, чтобы проверить их атрибуты. Эмили сейчас находится на 3-м уровне с относительно высоким атрибутом силы, и у нее есть потенциал для повышения до 40-го уровня. Экран устройства напоминает Рёте о компьютерных играх, в которые он когда-то играл. Затем он кладет руку на устройство, чтобы проверить свои характеристики. Неожиданно устройство показывает, что Рёта может быть повышен только до 1-го уровня, а все его основные характеристики находятся на самом низком уровне. Судя по устройству, Рёта больше не может повысить свой уровень мастерства, как бы сильно он ни старался. Но когда он переходит на 2-ю страницу результатов, он обнаруживает, что хотя его основные характеристики находятся на низком уровне, его второстепенные характеристики, касающиеся падения и удачи, находятся на самом высоком уровне S, что является в десятки раз выше, чем у нас. Нормальные люди. Чтобы доказать свои предположения, Рёта заимствует оружие у Эмили и тратит много времени на то, чтобы самому убить слизняка, а потом с удивлением замечает, что убитый им слизняк роняет в десятки раз больше бобовых ростков, чем Эмили немного взволнована. Результат также шокировал Эмили, так как она впервые столкнулась с подобной ситуацией за 2 года своего пребывания здесь. После чего Эмили приготовила ужин из ростков фасоли, который они собрали, а Рёта попробовала восхитительный суп из ростков фасоли, который он приготовил. Я не могу удержаться от слез, потому что у него уже довольно давно не было такого теплого ужина с кем-нибудь. Раньше он был корпоративным рабом, который каждый день был занят работой, и у него не было времени на себя, чтобы сэкономить время. Он всегда ел холодные бентосы на обед. В конце концов он заболел от переутомления и попросил больничный, однако после того, как он вернулся на работу, он продолжал работать сверхурочно, чтобы компенсировать свое отсутствие. Однажды он заснул в компании и проснулся в этом странном мире, слыша. Благодаря своему опыту Эмили внимает Рёту и утешает его, говоря, что вся его тяжелая работа будет вознаграждена, чем дольше он будет ждать, тем богаче будет награда. Она может сказать, что Рёта упорно трудился в течение долгого времени, так что пришло время вознаградить его. Тронутый ею, у Рёты улучшилось впечатление об Эмили теперь, когда Рёта смирился со своим путешествием в другой мир. Первое, что ему нужно сделать, это найти жилье. Он слышит от Эмили, что в близлежащих городах есть дома, которые сдаются в аренду, но у которых нет жилья. У Эмили такой низкий уровень, что она едва может зарабатывать деньги, и поэтому может жить только в подземелье. Затем Рёта временно покидает Эмили и приезжает в город, где находит торговцев, специализирующихся на сборе предметов добычи монстров, валютой которых является пилос. Ростки фасоли, которые у него есть, можно продать за 200 пилос. Но аренда дома стоит 2000 пилос за ночь, и даже миска лапши стоит 500 пилос. Затем Рёта каждый день убивает слизняков в подземелье, и поскольку у него есть атрибут понижения уровня S, ему требуется всего 3 дня, чтобы заработать достаточно денег на аренду дома. В ответ на теплый суп из ростков фасоли, Рёта немедленно снимает дом для Эмили. Хотя дом обветшал, его ежемесячная арендная плата составляет 20 000 пилос. Увидев огрубевшие ладони Рёты и темные круги у него под глазами, Алиса так тронута, что приглашает Рёту жить вместе и предлагает каждый день готовить для него суп из ростков фасоли. С этого момента жизнь Рёты в другом мире официально начинается. Однажды, продавая ростки фасоли, он слышит, что неподалеку появилось новое подземелье. Говорят, что это подземелье очень странное, так как у монстров там нет никаких капель. Полагая, что он будет отличаться от других благодаря своим свойствам выпадения SGO уровня, Рёта приходит в подземелье. Хотя Рёта не может победить монстров там, его атрибут удачи SGO уровня вступает в силу. Прежде чем он начнет атаковать, монстр теряет сознание, отброшенный в сторону разрушенной каменной колонны, что дает ему много времени на то, чтобы убить монстра. После этого он обнаруживает, что монстр уронил семя. Он подбирает семя, и оно немедленно
медленно поглощается им. После этого из его головы раздается звуковой сигнал системы, сообщающий, что его максимальный уровень здоровья повышается на первый пункт. Зная, что падение улучшает атрибуты, вместо того, чтобы повышать уровень мастерства, Эмили очень шокирована. После этого Рёта проводит еще несколько экспериментов, чтобы разобраться в ситуации. В конце концов, они обнаруживают, что монстр в этом подземелье будет ронять семена только после того, как будет убит Рётой. В то время как Эмили не может видеть семена или прикоснуться к ним. Рёта предполагает, что это странное подземелье предназначено для людей с особыми качествами, подобных ему. Поэтому он убивал монстров в этом подземелье в течение последних нескольких дней, пока не повысил свои HP до самого высокого уровня S. Он решил подняться на второй этаж, чтобы убивать более сильных монстров. Когда он поднялся на второй этаж, он обнаружил, что хотя монстры здесь намного сильнее, чем на первом этаже, они не могут причинить ему никакого вреда из-за его здоровья на уровне S. Поэтому, полагаясь на силу своего тела, он убивает слизняка и получает гигантскую морковку. Как раз в этот момент появляется красивая девочка-кролик. Обнаружив, что Рёта всего лишь первого уровня, она гладит его по голове и говорит: «Больше всего я ненавижу низкие уровни». Затем она уходит с покрасневшим лицом, как будто что-то увидела, в то время как Рёта понятия не имеет, что происходит. После целого дня тяжелой работы Рёта получает много моркови. Он продает эту морковь за 8000 пилос и даже приносит немного моркови домой. Эмили очень рада видеть, что он зарабатывает так много денег. Как раз в этот момент кто-то стучит в дверь. Открыв дверь, Рёта обнаруживает, что это девочка-кролик, с которой он познакомился ранее. Увидев Рёту, девочка снова гладит его по голове, и удивительно, что Рёте совсем не больно. В результате она похлопывает товарища по команде рядом с собой, и ее товарищ по команде немедленно получает травму и истекает кровью. На самом деле, эта девочка-кролик обладает очень мощной силой, в то время как у Рёты уровень здоровья S, так что он не ранен. Оказывается, девочка подобрала морковь, оставленную Рётой в подземелье, и нашла ее вкусной. Поэтому она приходит в дом Рёты за морковью, которую он собрал. Как раз в этот момент она видит Эмили рядом с Рётой, держащую в руках много морковок, и у нее сразу же текут слюни. Видя, что девочка-кролик так сильно любит морковь, Эмили любезно приглашает ее зайти к нам на ужин. Попробовав морковный ужин Эмили, девочка-кролик сразу же покоряется ее кулинарным способностям. После того, как девочка-кролик уходит, Эмили выражает свою благодарность Рёте. До того, как она стала жить с Рётой, она всегда ела одна, и теперь она счастлива обедать с ним. Услышав ее слова, Рёта сразу же вспоминает свою предыдущую жизнь, когда он работал сверхурочно и ел в одиночестве. Теперь ему также нравится есть вместе с Эмили. На следующий день Рёта снова отправляется на второй этаж недавно открытого подземелья. Семена, упавшие на первый этаж раньше, увеличили его здоровье, и он не может дождаться, когда соберет капли на втором этаже. Здесь он сталкивается с монстром, похожим на зомби. К сожалению, его оружие ломается в тот момент, когда оно пронзает тело монстра. В результате монстр немедленно бьет его по лицу. Несмотря на то, что Рёта не пострадал, он чувствует себя очень отвратительно. Даже в этом случае он может забить монстра до смерти только кулаками. Как только монстр побежден, он роняет семя. Подняв его, Рёта снова слышит звук системы, сообщающий ему, что его сила увеличилась на первый пункт. Именно в этот момент Рёта встречает красивую девочку-кролика, которая случайно становится свидетелем этой сцены, опасаясь, что его секреты будут раскрыты. Рёта нервничает. Однако девочка-кролик просто приходит попросить вкусной моркови, пользуясь случаем Рёта. Сразу же отвлеки ее обещаниями морковки. После того, как девочка-кролик уйдет, Рёта увеличит свою силу до уровня D, убивая монстров. В результате он быстро соберет больше моркови. Когда отправит морковку девочке-кролику и окружающим авантюристам. Ты поражен им. Оказывается, красивую девочку-кролика зовут Ева. У нее очень странный характер, и многие искатели приключений пострадали из-за нее. Поэтому они не осмеливаются подойти к ней прямо сейчас. Эрза, сотрудница, отвечающая за закупки. Гильдия авантюристов предлагает купить морковь Рёты по высокой цене, так как она была одобрена Евой. Оказывается, Ева фанатичка моркови, и в дополнение к ее ужасающим достоинствам, одобренная ею морковь может быть только высокой. Она качественная и может быть продана по хорошей цене. В результате цена моркови, которую собрал сегодня Рёта, удвоилась, и он заработал в общей сложности 15 тысяч пилос. Сегодня Ева немного сердится, видя, что вся морковь продана. Она хочет погладить Рёту еще раз, но это легко сделать. Он заблокирован, увидев это. Ближайшие искатели приключений ошеломлены, так как они испытали ужасающую силу атаки Евы. Благодаря Еве морковь Рёты была продана по высокой цене, поэтому он обещает Еве, что принесет ей морковь. С завтрашнего дня Рёта каждый день будет ходить в подземелье за морковью и пригласит Еву поужинать вместе. Их отношения становятся все лучше и лучше. Несколько дней спустя, пока Рёта продает морковь для Полиса вместе с Эмили, Эрза предлагает. Они покупают волшебную тележку, чтобы каждый раз доставлять из подземелья больше припасов. Это именно то, что им нужно прямо сейчас. Поэтому они сразу же спрашивают старика, который продает тележку, о цене, и, к их удивлению, получают качественную волшебную тележку. Он стоит 10 миллионов пилос, и даже самый простой стоит 3 миллиона, что они не могут себе позволить при их нынешнем богатстве. В результате они могут только оставить его там.
Рёта решает сэкономить деньги и купить его позже. В этот момент в магазине появляется рев монстров. Городская Эмили распознает в нем гигантскую гориллу, появившуюся за пределами подземелья, которая очень могущественна, но у нее не будет никаких дропов. Поэтому ни один искатель приключений не захочет сражаться с ней. Именно тогда Рёта видит, что Эрза в опасности, и немедленно защищает свою Еву. Также пришедшая на помощь со своими товарищами по команде после того, как ее спасли, Эрза выражает свою благодарность Рёте. Однако, когда она видит разрушенные города вокруг себя, на ее лице появляется грустное выражение. Видя это, Рёта обещает победить монстра, но не делает этого. Ты хочешь, чтобы его счастливая жизнь была разрушена монстром? Эмили также соглашается с ним и обещает присоединиться к ним. Все окружающие авантюристы считают Рёту высокомерным авантюристом первого уровня, но когда Рёта начинает атаковать, они все шокированы, так как он. Ты полностью убиваешь монстра одним ударом. Все окрестные жители болеют за Рёту, и искатели приключений тоже впечатлены им. Именно в этот момент Рёта с удивлением обнаруживает, что монстр, о котором говорят, что у него нет предметов добычи, роняет что-то, что испускает звук. Позже при ярком свете Рёта с удивлением обнаруживает, что у монстра, о котором говорят, что у него нет предметов добычи, роняет револьвер и боеприпасы, чтобы проверить силу. Рёта берет револьвер в подземелье и атакует некоторых монстров. Удивительно, но этот револьвер очень мощный. Это смертельно опасно для монстров, но Рёта беспокоится о том, где взять боеприпасы, когда они у него закончатся, так как Рёта развил свою силу в подземелье. Монстры на втором этаже больше не являются для него проблемой, и он решает отвезти Эмили в. На третьем этаже говорят, что монстры там черные слизняки, но когда они прибывают, то обнаруживают, что монстры на самом деле тараканьи слизняки. Милая Эмили, которая ненавидит тараканов, мгновенно впадает в бешенство. К счастью, после убийства монстра она все возвращается на круги своя. Предметом добычи на этом этаже являются тыквы. Не желая видеть, как Эмили снова сходит с ума, Рёта предлагает подняться наверх за монстрами, которые могут сбрасывать виноград. Однако по пути на 4-й этаж они сталкиваются с большим количеством монстров, которые в одно мгновение сводят Эмили с ума. Испугавшись ее, Рёта быстро достает свой револьвер и стреляет в монстров. Усилиями Рёты все монстры убиты, и Эмили возвращается в нормальное состояние, но эти монстры роняют так много тыкв, что даже путь на 4-й этаж заблокирован, в результате чего они решили вынести тыквы из подземелья и продать их, так как их было слишком много, чтобы нести. Поэтому им пришлось сложить эти тыквы у входа в подземелье и продавать их партиями. Когда они возвращаются, то обнаруживают, что оставшиеся тыквы были обглоданы дикими животными, и тут Эмили снова впадает в бешенство. Оказывается, здесь появились тараканы-слизняки с 3-го этажа, и Рёта хочет убить их из своего револьвера только для того, чтобы, обнаружив, что у него закончились боеприпасы, в результате ему приходится убивать тараканов тапочками. После убийства этих монстров Рёта с удивлением видит, как они роняют боеприпасы. Чувствуя себя сбитым с толку, он обращается к сотрудникам гильдии авантюристов Эрза Шо. Скажи Рёте, что если капли в подземелье оставить в месте, где никого нет, то через некоторое время они снова превратятся в монстров. Если эти капли превратятся в монстров после выхода из подземелья, они станут бродячими тараканами Рёта. Убитые ранее были расценены как бездомные животные, так что дропы были боеприпасами, и внезапно Рёте приходит в голову новая идея. Что если он убьет бездомных животных из нового подземелья, где монстры роняют только семена улучшения атрибутов? Чтобы проверить свои догадки, он пытается вытащить семена из подземелья только для того, чтобы обнаружить, что они будут поглощены, как только он к ним прикоснется. Затем он пытается вывести монстров из подземелья, но монстры исчезают, как только они покидают подземелье. Чтобы разобраться в этом, Рёта снова обращается к Эрзе. Оказывается, это механизм защиты подземелья. Монстры исчезнут, когда покинут подземелье или доберутся до других этажей, которым они не принадлежат. Скоро Рёте придет в голову другая идея. Он выбрасывает монстра из подземелья, а затем убивает его из револьвера прямо перед тем, как он исчезнет. К его удивлению, это срабатывает, и монстр, будучи убитым, выпускает ледяную волшебную пулю. Затем он вставляет пулю в револьвер и стреляет в большое дерево неподалеку. Вопреки его ожиданиям, все дерево мгновенно замерзает. Собрав достаточное количество пуль, он немедленно отправляется в подземелье вместе с Эмили сражаться с монстрами. Рёта замораживает монстра ледяной волшебной пулей, в то время как Эмили убивает его. Проведя напряженный день в подземелье, они возвращаются домой с сегодняшними каплями. По дороге они встречают женщину-телохранителя и торговца, которые спорят. Не так давно торговец случайно сбросил тележку, полную капель, со скалы. Думая, что капли слишком долго находились вдали от людей и скоро превратятся в опасных монстров, женщина-телохранитель хотела использовать магию дальнего действия, чтобы уничтожить их. Но торговец настоял на том, чтобы попросить ее вернуть капли. Именно в этот момент бизнесмен проявляет инициативу и нападает на женщину-телохранителя. К счастью, она вовремя уворачивается. В это время они обнаруживают, что в торговца вселился призрачный монстр, который превратился из капель, которые они только что сбросили со скалы. Рёта быстро достает револьвер и стреляет в него. К его удивлению, эта пуля подействует на призрачных монстров. После этого женщина-телохранитель убеждает Рёту покинуть это место как можно скорее. Она должна нести ответственность за эту рабочую ошибку и убийство этих монстров. Услышав ее слова, Рёта вспоминает трагические дни в своей прошлой жизни, когда его упрекал руководитель за ошибки в работе. Поэтому он решает помочь женщине-телохранителю, достает револьвер и стреляет в подножие скалы. В одно мгновение все монстры под скалой замерзают.
Эмили бьет по монстрам молотком, и все монстры мгновенно погибают. Потрясенная силой Рёты, женщина-телохранитель выражает ему свою благодарность, после чего Рёта берет Эмили, чтобы проверить их уровень за последние несколько дней. Эмили. Она постоянно убивала монстров с помощью Рёты, в результате чего ее уровень очень быстро повысился, и теперь она достигла 20 уровня. Они оба очень счастливы. Эмили рада, что она может встретиться с Рётой, а Рёта также благодарен, что Эмили может сделать его своим. Жизнь в другом мире полна тепла, и они решают жить вместе в будущем. Приключения Рёты и Эмили продолжаются. Однажды, собирая припасы в подземелье, они сталкиваются с редким монстром. Убив его, Рёта получает ожерелье. Это удваивает количество предметов, выпавших из монстров, и он отправляет ожерелье Эмили, которая носит ожерелье. Количество предметов, полученных Эмили после убийства монстров, удваивается. С этого момента Эмили может более эффективно собирать припасы после дневного приключения. Рёта приходит в гильдию искателей приключений, чтобы продать побеги бамбука, которые они собрали сегодня. Как раз в этот момент появляется зеленоволосая красавица и хочет купить все побеги бамбука. Попробовав побеги бамбука Рёты, красавица выглядит очень довольной и говорит, что так оно и есть. Самые вкусные побеги бамбука, которые она съела после того, как красавица ушла, Эрза сказала Рёте, что эта красавица очень известный шеф-повар-гурман. Еда, которую она похвалила, будет продаваться по высокой цене, и побеги бамбука Рёты определенно будут вкусными. Затем знаменитая Эрза просит Рёту подписать эксклюзивный контракт с гильдией, чтобы все побеги бамбука, которые он соберет в будущем, продавались ими. Она будет изготавливать фирменные товары из побегов бамбука Рёты и продавать их по более выгодным ценам. Побеги бамбука можно продать по более выгодной цене, сразу соглашается Рёта. Вернувшись домой, Рёта и Эмили обсуждают, что они хотят сэкономить деньги и купить дом побольше, однако поскольку они могут переносить капли только вручную, им приходится это делать. Каждый день они тратят много времени на переноску капель, поэтому они решают купить волшебную тележку на заработанные деньги и таким образом повысить эффективность сбора капель. Рано утром следующего дня они идут в магазин, где продают волшебную тележку, только чтобы найти ее. Хозяин ушел, оставив только свою дочь. После разговора они узнают, что босс отправился в соседнее подземелье один, чтобы собрать новые материалы для изготовления волшебных тележек. И не возвращался несколько дней, видя, что девочка в отчаянии Эмили. Решив помочь найти своего отца, они приходят в новое подземелье и обнаруживают, что хотя монстры там не будут активно атаковать, они очень хороши в обороне. Даже мощные пули Рёты не могут причинить им вреда. К счастью, уровень Эмили повысился на. Совсем недавно, благодаря Эмили, они легко победили монстров. Наконец они нашли владельца магазина, который спит на земле на 10-м этаже. Увидев, что владелец магазина спит здесь, оставив свою дочь одну, Эмили сердито будит его. Владелец магазина быстро объясняет, что его заблокировали монстры, так что он не смог вернуться. Он пришел сюда, чтобы собрать материалы у летающего монстра, чье тело даже легче воздуха и продолжает парить в воздухе, поэтому босс не может победить его. Рёта просит Эмили сесть ему на плечо, чтобы увеличить высоту, помогая владельцу магазина победить монстра. Плавающий монстр роняет синий цветок с помощью Рёты, а Эмили, владелец магазина, достает цветок из подземелья и кладет на место. Он находится в пространстве, ожидая, когда цветок снова превратится в монстра, и выясняется, что материал, который ему нужен, это не цветок, а твердое тело этого монстра. Поскольку тело монстра легче воздуха, когда голубой цветок превращается в него. Монстр тут же взлетает в воздух. К счастью, Рёта тут же стреляет ледяной пулей и ловит монстра. В благодарность за помощь Рёте и спасение города от гориллы, владелец магазина бесплатно присылает ему новую волшебную тележку. Рёта и Эмили с радостью принимают подарок. Однажды Рёта толкает тележку и приходит в гильдию, чтобы продать капли. И тут он встречает лысого авантюриста, который спорит с Эрзой, утверждая, что цена капель, которые он принес, превышает 8400 пилос, и Эрза, должно быть, была похищена. Рёта подбирает капли авантюриста и бросает их в волшебную тележку, которая показывает, что цена этих капель составляет ровно 8400 пилос. Оказывается, эта волшебная тележка может рассчитать цену капель, видя это. Рёта разоблачил его ложь, лысый авантюрист намеревается напасть на него, но Рёта легко блокирует атаку и вырубает его, после чего Эрза благодарит Рёту за помощь и смело целует Рёту. Кажется, необычный Рёта захватил ее в плен. Сердце, не имея ни малейшего представления о том, как справиться с чувствами Эрзы, Рёта временно перестает думать об этом и продолжает сражаться с монстрами в подземелье вместе с Эмили, используя волшебную тележку. Они гораздо эффективнее собирают капли и быстро зарабатывают. У тебя достаточно денег, чтобы купить новый дом. Вскоре после того, как они переедут в новый дом, Эмили очень довольна домом, и Ева часто приходит к нам на ужин. Видя счастливое выражение лица Эмили, Рёта чувствует себя очень довольной. Однажды Рёта встречает рыжеволосого мужчину член гильдии искателей приключений, которого сопровождают две красивые женщины, недавно услышал слухи о Рёте, и ему стало любопытно узнать о силе Рёты. Поэтому он предложил Рёте сразиться на руках. Увидев мужчину, окруженного красавицами, Рёта немного завидует ему. Меня также интересует сила этого человека. Неудивительно, что Рёта выигрывает соревнования, оставаясь непримиримым. Рыжеволосый мужчина начинает скрытную атаку, когда встает, но только для того, чтобы получить удар от Рёты, что интересно, вместо того, чтобы разозлить рыжего. Рыжеволосый мужчина пригласил Рёту присоединиться к его семье. Оказывается,
рыжеволосого мужчину зовут Нептун, он является главой влиятельной семьи неподалеку. Рёта отклоняет приглашение мужчины, он не хочет присоединяться ни к одной семье, потому что он уже удовлетворен. Чтобы жить с Эмили, ночью он возвращается домой и рассказывает Эмили о том, что произошло сегодня. Но чтобы жить в безопасности в этом мире, Рёта должен продолжать повышать свою силу. На следующий день он приходит в подземелье, где он может набраться сил, совершенствуясь. К своему удивлению, он встречает принцессу, которая убивает монстров вместе со своей охраной. Здесь выясняется, что монстры в этом подземелье теряют кислород после того, как их убивают. Чтобы собрать его, они изобретают волшебную коробку, которая может поглощать выпавшие предметы после смерти. На коробке будет изображено убийство монстров и аватар коллекционера. Они зарабатывают деньги, продавая кислород в этом подземелье. Чтобы убедить Рёту рекламировать свои коробки, они посылают ему несколько волшебных коробок. Рёта немедленно придумывает новую идею, которую он использует. Ящик для сбора семян, выпавший из монстров в этом подземелье. После сбора достаточного количества семян он выносит их из подземелья. Семена немедленно превращаются в бездомных животных, и Рёта получает много пуль после убийства этих монстров. Теперь его больше нет. Ему нужно побеспокоиться о нехватке пуль. Позже он встречает Эмили во время проведения эксперимента. Он забирает семена, сброшенные монстрами с верхних этажей, из подземелья. Семена сразу же превращаются в бездомных животных. Убив их, Рёта получает два разные пули белого и оранжевого цветов. Когда он берет оранжевую пулю, система сообщает ему, что это огненная пуля. Когда он берет белую пулю, он выглядит немного удивленным, услышав объяснение от системы. Кажется, что эти белые пули очень полезны. Тогда Рёта надолго погружается в собирание пуль, и в этот момент он внезапно ощущает странное ощущение, исходящее от его тела. Эмили говорит ему, что она пришла сообщить Рёте, что надвигается магическая буря, так как Эмили, который мало что знает о магической буре, Рёта обращается к Эрзе, и по объяснению Эрзы он узнает, что в этом мире время от времени будут происходить магические бури, во время которых все маги временно потеряют свои магические силы, и таким образом они смогут избежать их. Входя в подземелье, пока не закончится буря, как раз в этот момент мужчина бросается в гильдию, чтобы попросить о помощи его партнер-маг. Но оказывается в ловушке в подземелье из-за своей неспособности использовать магию. Добрый Рёта решает помочь человеку, который приходит в подземелье. Следуя словам этого человека, монстры в этом подземелье невосприимчивы ко всем физическим атакам и могут пострадать только от магических атак, хотя Рёта не может использовать магию. Он обнаруживает, что огненные пули, которые он недавно собрал, относятся к магическим атакам. Так вот, он убивал монстров по пути огненными пулями и в конце концов нашел напарника этого человека, но количество монстров настолько велико, что у Рёты заканчиваются патроны, когда они собираются покинуть подземелье, и именно в этот момент Эмили и Ева привлекают к себе внимание. Группа бездомных животных для Рёты создает пули, с их помощью Рёта успешно сбегает из подземелья. Волшебница серьезно ранена в подземелье и впадает в кому. Без своевременного лечения она, вероятно, умрет. К сожалению, никто не может этого сделать. Примени исцеляющую магию, чтобы вылечить мага. Как раз в этот момент у Рёты появляется уверенное выражение лица, он достает белую пулю, которую собрал ранее, и стреляет в мага. В следующий момент маг быстро приходит в себя и оказывается вне опасности. Функция белых пуль заключается в исцелении, таким образом Рёта снова помогает всем. Приключения Рёты продолжаются, и по мере того, как он становится сильнее, он уже может убивать монстров на 5-м этаже подземелья. Предметы, которые выпадают на этом этаже, таковы. Арбузы. Однажды Рёта отвозит арбузы в гильдию искателей приключений, чтобы продать их, и снова встречает прекрасного зеленоволосого шеф-повара-гурмана, который снова дает высокие оценки после дегустации арбузов Рёты, с которыми Эрза немедленно подписывает контракт. Рёта с одобрения гурмана арбузы Рёты наверняка будут продаваться по хорошей цене. Теперь Рёта может легко убивать монстров на 5-м этаже. Эрза напоминает ему, что подземелья классифицируются, и сила монстра будет значительно увеличиваться с каждым разом. На 5-м этаже монстры с 1 по 5 слабее, поэтому они могут попасть на них случайно, но после достижения 6-го этажа сила монстров значительно возрастет. Поэтому искателям приключений нужно получить лицензию искателя приключений, чтобы попасть на 6-й этаж, или таким образом они могут помешать некоторым авантюристам рисковать своей жизнью, чтобы заработать деньги. Недавно у Рёты появилась идея исследовать более 6 этажей подземелья. Поэтому, следуя указаниям Эрзы, он приходит на экзамен к экзаменатору по лицензированию. Все очень просто. Экзаменатор достает дыню, которую сбрасывают с монстров 6-го этажа. Он кладет дыню в экзаменационную комнату и ждет, пока она превратится в монстра. Если Рёта сможет убить монстра, он получит ее. Помни, что тело монстра покрыто твердой сталью, и атаки Рёты не могут причинить ему никакого вреда, помни физику, которую он изучил на Земле. Рёта сначала стреляет в монстра огненной пулей, а после того, как он некоторое время обжигает его, он стреляет в него ледяной пулей. В конце концов, одним ударом тело монстра разлетается в порошок. Используя преимущество температуры, он успешно убивает монстра и получает лицензию. Но Рёте нужно сделать еще кое-что. Он просит Эмили потратить 1,5 миллиона. Пилос покупает особенную рыбу, затем находит свободное место и превращает рыбу в бродячую гориллу, которая однажды напала на город. Позже Рёта стреляет ледяной пулей, чтобы заманить монстра в ловушку, и легко убивает его. Как и ожидалось, монстр выбрасывает новую револьвер. Все это входит в планы Рёты. После некоторого расследования он узнает, что особая рыба превратится в гориллу.
поэтому он решает собрать другое оружие. Потому что обнаруживает, что таким образом он может заряжать два револьвера разными пулями. И проведи различные атаки, прежде чем Рёта отправится на 6-й этаж. В городе произошло событие. Группа жадных авантюристов контролирует 6-й этаж соседнего подземелья, где собирают рис. Они не позволяют другим авантюристам входить туда. Если гильдия искателей приключений не сможет поднять цены на рис, Рёта решает отправиться в подземелье, чтобы проверить ситуацию. Случайно он встречает Нептуна у дверей подземелья. Нептун говорит ему, что жители города были очень добры. Он недоволен тем, что группа контролирует подземелье и организует множество забастовок. Поэтому он намерен полностью уничтожить эту группу авантюристов. Рёта не хочет, чтобы произошел такой кровавый инцидент, и предлагает решить проблему своим методом. Все просто и заключается в том, чтобы вывести группу из подземелья. Он приходит на 6-й этаж один, хотя его окружает множество приключений, он совсем не чувствует страха. Он достает два револьвера и стреляет в группу, а в следующий момент во всю группу. Когда он засыпает, выясняется, что он провел множество экспериментов с пулями, чтобы изучить функции двух револьверов. В конце концов он обнаруживает, что если огненная и ледяная пули попадут в цель вместе, они превратятся в исчезающую пулю, которая будет непосредственно заставь монстра исчезнуть. После изучения множества комбинаций пуль, он обнаруживает, что две белые пули произведут гипнотический эффект. С помощью Рёты Нептуну удается отогнать группу искателей приключений, и город возвращается в прежнее состояние. Мир в последнее время Рёта становится все более и более популярным. Однажды глава, отвечающий за управление городом, находит Рёту и просит его об одолжении. Город, в котором живет Рёта, посвящен продаже овощей, а город рядом с ними – продажа овощей. Продавая мясо, недавно между двумя городами появилось новое подземелье, и тот, кто завладеет им, получит высокую прибыль. Изначально они оговаривали, что владение им зависит от вида выпадения из нового подземелья, но не от монстров внутри. В этом подземелье выпадает одинаковое количество овощей и мяса, поэтому лидеры двух городов решили отправить авантюристов убивать монстров в подземелье. И тот город, который получит больше выпадений, получит право собственности на подземелье, о котором узнает вождь. У Рёты во много раз больше дроп атрибутов, чем у других авантюристов, поэтому он просит его сражаться за подземелье до тех пор, пока Рёта добьется успеха. Все проданные им товары будут освобождены от налогообложения в связи с наградами, которые Рёта получает от вождя. Вскоре после того, как он отправляется в это новое подземелье вместе с Эмили, из-за большого расстояния они разбивают лагерь на ночь в дикой природе. Рёта все еще жалуется, что жизнь в походе на природе не так комфортна, как дома, что удивительно. Эмили устанавливает большую палатку, расставляет в ней удобную мебель и готовит вкусную еду. Увидев это, Рёта поражается вместительности маленькой сумки Эмили. После еды Эмили говорит Рёте, что собирается сжечь весь мусор, который они собрали. Потому что в этом мире мусор также может стать чрезвычайно могущественными бродячими животными, если его замусорить. В этот момент Рёта задается вопросом, сможет ли он получить новые пули после убийства монстра. К его удивлению, сила монстра оказалась сильнее, чем он думал. Атаку Эмили легко блокировать. К счастью, пули Рёты достаточно мощные, чтобы монстр был побежден после атаки двумя огненными пулями и выпустил зеленую пулю. Позже Рёта обнаруживает, что зеленая пуля может автоматически отслеживать. Монстры после нескольких дней путешествия Рёта и Эмили наконец прибывают в новое подземелье, где собралось много искателей приключений. И именно тогда Рёта видит девушку, использующую магию огня для сжигания мусора, у которой уже много лет под глазами темные круги. Здесь собираются искатели приключений, каждый день образуется много бытовых отходов, без своевременной утилизации они превратятся в могущественных монстров. Рёта видит, что девочка очень устала, что напоминает ему о тяжелых днях, когда он работал сверхурочно. На земле, как раз в тот момент, когда он собирается уговорить девочку отдохнуть, девочка внезапно впадает в кому у него на руках. Девочка изо всех сил пытается встать и продолжить работу. Видя ее настойчивость, Рёта достает револьвер и стреляет в нее. В нее попала гипнотическая пуля, заставляющая ее заснуть. Когда девочка просыпается, она лежит в кровати в палатке Эмили. Мусор снаружи был убран Рётой, который также получил много специальных пуль во время процесса. Видя это, девочка вздыхает. К моему облегчению, ее зовут Селеста, и она волшебница, ответственная за уборку мусора, так как недавно открытое подземелье еще не имеет владельца. Поэтому искателям приключений не нужно платить налоги городу после продажи товаров из подземелья. В последнее время это место привлекает много искателей приключений, и здесь создается много мусора. Опыт Селесты напоминает Рёте о его прошлой жизни, когда он каждый день работал сверхурочно, поэтому он решает помочь ей во время конкурса, который он приглашает. Селеста будет жить с ними, и Эмили также угостит ее вкусным ужином. Тронутая их добротой и энтузиазмом, Селеста соглашается на предложение и временно остается в палатке, приготовленной Эмили, после чего Рёта приступает к выполнению своей миссии. Он находит представителя их города и узнает, что недавно открытое подземелье имеет 10 этажей. С нечетных этажей падают овощи, а с четных этажей мясо. Кроме того, на каждом этаже есть редкие монстры, которые снижают уровень S. Поэтому им нужно собрать больше овощных капель SGO уровня с этих редких монстров, чтобы выиграть соревнования.
Представитель отправил большое количество искателей приключений, чтобы поймать редких монстров, которых Рёта должен убить, чтобы увеличить количество овощных капель СГО уровня. Как раз в этот момент снаружи появляется приключенец и сообщает им, что кто-то нашел редкого монстра на первом этаже. Рёта спешит в подземелье, как только он видит монстра, он стреляет в него только для того, чтобы обнаружить, что монстр становится сильнее после того, как был воскрешенный. Оказывается, что этого монстра можно убить только после уничтожения ядра в его теле, в противном случае он будет бесконечно воскрешаться и становиться сильнее. Как раз в этот момент авантюристка из соседнего города Юджин пытается помешать им. У нее есть: у нас самый низкий процент выпадения на уровне F, и если Юджин убьет монстра, они упустят редкую возможность выпадения монстра. К счастью, Рёта стреляет следящей пулей и легко убивает монстра, собирающего редкие ростки сои в настоящее время в их городе. Временно выигравший в этом соревновании представитель награждает Рёту бонусом. Рёта берет деньги, чтобы купить специальное кольцо, заплатив за него высокую цену. Рёта кладет его в безлюдном месте, когда кольцо снова превращается в бродягу. Ты сразу же убиваешь его, удивительно, но этот монстр снова роняет кольцо, но теперь кольцо приобрело особые свойства. Позже Рёта отдает кольцо Эмили. Надев кольцо, Эмили с удивлением обнаруживает, что ее атрибут выпадения увеличился с F до E, хотя этот атрибут увеличивает ее только на 1 уровень. Это очень полезно для нее. Изначально она не могла получить никаких дропов от монстров, которые роняют мясо. Но теперь она может легко получить мясо, убивая монстров, так как они оба довольны улучшением, внезапно появившимся редким монстром. Появляется поблизости как раз в тот момент, когда Рёта собирается убить его. Он внезапно понимает, что это редкий монстр, который сбрасывает мясо. Если он убьет его, то получит много мясных капель уровня S, что эквивалентно помощи соседнему городу в критический момент. Эмили снимает кольцо и бросает его Рёте позже. Их совместными усилиями Эмили наконец убивает монстра, так как у Эмили самый низкий уровень выпадения F. После снятия кольца монстр не производит выпадений вскоре после представителя. Город снова находит Рёту. Оказывается, что благодаря участию Рёты представитель соседнего города нанимает большое количество авантюристов с атрибутами выпадения FGO уровня, намеревающихся уничтожить редких монстров, которые роняют овощи. Прежде чем Рёта сможет убить этих монстров, если ситуация не изменится, они скорее всего скоро проиграют соревнования. Рёте приходит в голову идея, которую он предлагает представителю увеличить вознаграждение, чтобы привлечь больше искателей приключений и помочь им найти редкие предметы. Монстры, которые производят овощные капли уровня S, и любой, кто найдет редких монстров, может быть вознагражден 10 миллионами пилос. Представитель, как и ожидалось, последовал совету Рёты, привлеченный большим количеством бонусов. Многие искатели приключений присоединяются к поисковой команде. Скоро мы найдем много редких монстров. Рёта легко убивает этих монстров из револьвера и получает много редких дропов. Похоже, что они скоро одержат победу. Узнав об этом, Юджин, как авантюрист из города противника, возглавляет группу. Приключения нападают на Рёту. Они намереваются ранить Рёту, чтобы он больше не мог сражаться в подземелье. Однако Рёта намного сильнее, чем они думали. Он легко побеждает эту группу приключений, даже не используя револьвер, к их удивлению Рёта. Он не только не винит их, но и использует восстановительные пули, чтобы залечить их раны. Для Рёты эти искатели приключений всего лишь несколько трудящихся, которые упорно трудятся всю жизнь, поэтому он не хочет причинять им неприятности. Но у Рёты также есть причина победить. Это значит, что кто-то ждет, когда он благополучно вернется домой. В этот момент впечатление Юджина о Рёте меняется после того, как Рёта возвращается в палатку и ужинает с Эмили рано утром следующего дня. Рёта замечает, что мусора там больше, чем обычно. Сегодня Селеста сказала ему, что недавно появился повелитель монстров этого подземелья, в результате чего многие искатели приключений не осмеливаются войти в подземелье и могут только оставаться снаружи, производя еще больше мусора, беспокоясь, что Селеста переутомится и снова упадет в обморок. Рёта находит представителей и предлагает ему победить повелителя монстров в одиночку. Представитель говорит Рёте, что повелитель монстров настолько силен, что охотиться на него могут только команды, сформированные по крайней мере из 3 приключений, однако Рёта вместе. Мы с Эмили можем создать команду только с 2 приключениями. Узнав об этом, Селеста предлагает присоединиться к ним и вместе поохотиться на повелителя монстров. Но Рёта беспокоится, что мусор за пределами подземелья не будет убран должным образом без Селесты. Юджин, который не так давно сражался против Рёты, похоже, благодарит Рёту за исцеление ее и ее товарищей по команде. После боя она решает временно помочь Селесте вынести мусор вместе с ее товарищами по команде. Позже Рёта приходит в подземелье вместе с ней. 2 его товарищей по команде вскоре сталкиваются с повелителем монстров, который является двурогим. Он не только обладает сильным телом и высокой скоростью, но и может сделать себя невосприимчивым ко всем повреждениям с помощью магического барьера. К счастью, Рёта вскоре обнаруживает свою слабость – огонь. Заклинание, используемое Селестой, может временно разрушить барьер, чтобы они могли воспользоваться шансом атаковать монстра. Однако монстр настолько силен, что они не могут победить его даже после нескольких раундов атаки. Кроме того, это единственное заклинание Селесты. Кан-кастинг – это высокоуровневое заклинание, которое истощает ее магию всего после нескольких применений, и ей очень жаль, что она отстает.
Рёта утешает ее, что она старалась изо всех сил, по сравнению с ее силой он больше заботится о ее здоровье, тогда Рёта решает сражаться. Монстр 1, его слова напоминают Селесте о ее прошлом опыте в то время, потому что она могла использовать только одно заклинание и легко истощала свою магию. Она не могла много работать в команде, и ее часто презирали, именно Рёта дарил ей тепло. Рёта прониклась уверенностью в себе, она раскрывает свой последний потенциал, используя всю свою магию, чтобы разрушить барьер. С ее помощью Рёта успешно побеждает монстра. Монстр роняет золотые двурогие рога, которые позволяют пользователю использовать заклинания низкого уровня, которые стоимость магии равна нулю, поэтому Рёта отдает ее Селесте, благодаря чему она наконец становится нормальным магом. После битвы конкуренция за владение подземельем также заканчивается, и с помощью Рёты их город наконец получает право собственности на это подземелье. Во время этой битвы Рёте приходит в голову идея создать свою собственную команду, поэтому он приглашает Селесту присоединиться к ним. На самом деле Селеста была влюблена в Рёту во время их недавнего общения, поэтому она соглашается на его просьбу и возвращается с ним в город. Из-за конкуренции за подземелье Рёта в последнее время приобрел большую популярность. Как только он возвращается в город, он получает заказ от гильдии искателей приключений. Оказывается, скоро в городе состоится ежегодный фестиваль урожая. Там, где будут рекламироваться предметы из подземелий, выпавшие из редких монстров, также будут проводиться соревнования для искателей приключений. Поэтому гильдия искателей приключений просит Рёту помочь собрать несколько капель с редких монстров, и они купят их по высокой цене. Чтобы завершить миссию, Рёта отправляется в специальное подземелье, которая повысит его уровень мастерства. Сначала он поднимается на 3-й этаж, чтобы повысить свою ловкость до уровня S. Затем он поднимается на 4-й этаж, где с него падают семена. Монстры могут улучшить его физическую форму из любопытства. Он собирает семена, которые монстры бросают здесь, за пределами подземелья. После убийства бездомных животных, в которых эти семена превратились, он получает новую пулю. Выжидающую пулю, которая может временно заманивать монстров в ловушку и обездвижить их. Так совпало, что в городе появляется особый монстр, похожий на картошку, что позволяет Рёте испытать силу новой пули. С помощью своих товарищей Рёта находит возможность выстрелить выжидающей пулей, чтобы заманить монстра в ловушку, и тогда ты легко победишь его. Неожиданно монстр роняет сумку, в которой можно автоматически хранить выпавшие предметы. К сожалению, Эмили сломала свой молот во время битвы. Рёта намеревается купить Эмили новый молот, узнав об этом от торговца оружием в городе. Город сразу же находит его. В последнее время популярность Рёты возросла, и его товарищи по команде также привлекли внимание многих людей. Поэтому продавец решает подарить Эмили молоток бесплатно с логотипом своего магазина, напечатанным на нем. Популярность приносит ему все больше и больше преимуществ после того, как Рёта случайно узнает от Эрзы, что валюта этого мира также сбрасывается монстрами. Поэтому ему очень любопытно, как выпадают случайные монеты, превращенные в валюту. Стоимой 10 тысяч пилос, когда валюта превращается в бродячую, он немедленно убивает ее и получает бутылку зелья, которая может увеличить атрибуты выпадения растения авантюриста за 10 минут, хотя это бесполезно для Рёты, у которого уже есть уровень S. Атрибут выпадения он сразу же приходит к человеку, которому нужно зелье. Это Ева, у которой атрибут выпадения растений слишком низок, чтобы собирать морковь высокого качества. Из-за этого она долгое время не ела морковь высокого качества после Рёты. Вернувшись в город, она всегда просила его помочь собрать морковь, поэтому Рёта дает ей зелье, позволяющее ей самой собирать высококачественную морковь. Узнав, что только у Рёты есть зелье, Ева опускается на колени и просит об этом. Присоединяйся к команде Рёты, она поняла, что сможет есть вкусную морковь, только если будет все время находиться рядом с Рётой. В результате команда Рёты добавляет еще одного члена вскоре после того, как Рёта ведет своих товарищей по команде в подземелье, чтобы собрать выпавшие предметы. Редкие монстры. На этот раз он сталкивается с новым монстром. Когда на него нападает только один человек, он переходит в неуязвимое состояние и должен быть убит другим человеком последним ударом. С помощью своих товарищей по команде Рёта успешно убивает монстра. Специальный монстр, собирающий специальный предмет сапфир. Авантюристы, несущие этот сапфир, могут отразить часть атаки монстра на себя. Однако Рёта считает этот метод атаки неэффективным, поэтому он продает этот сапфир гильдии за $3. Миллион пилос, который также выполняет задания, данные ему гильдией, после чего Рёта решает продолжить повышать свою силу, поэтому он снова попадает в специальное подземелье, которое может повысить его уровень мастерства после победы над монстрами на 5-м уровне. На полу он получает выпавшие семена, которые увеличивают его уровень маны, позволяя ему использовать магию, однако Рёта понятия не имеет о магии, поэтому он решает выучить несколько заклинаний. Сначала он покупает волшебный фрукт за 3 миллиона пилос, который позволяет ему выучить минимум. После того, как он съест фрукт, у него появится заклинание уровня, однако Рёте приходит в голову другая идея. Он превращает фрукт в бродячий и получает еще один волшебный фрукт, убив его. Удивительно, но эффект этого волшебного фрукта удваивается, и Рёта успешно изучает 2 заклинания. После того, как ты его съешь, одно заклинание называется Клинок ветра, которое является обычным заклинанием ветра, другое заклинание, называемое резервация, является более особенным и позволяет Рёте передавать свои показатели снежного
снижение уровня С другому человеку на время убийства этого монстра. Заклинание полностью разработано для команды Рёты. В прошлом Рёта всегда отвечал за убийство монстров, чтобы получить больше дропов. Однако, хотя человек, нанесший последний удар по монстру, получает наибольшее количество очков опыта, только Рёта может это сделать. Сам повышайся до первого уровня, но теперь с помощью заклинания его товарищ по команде также может убить монстра и таким образом быстро повысить уровень. По мере приближения праздника урожая авантюристы также начинают проявлять активность. Говорят, что для них приготовлены большие награды. Соревнования на фестивале. Так много искателей приключений заняты формированием команд для участия в этом ежегодном мероприятии. Бродя по улицам, Рёта встречает маленькую девочку, которая ищет команду, чтобы присоединиться к ней, и замечает, что седовласый искатель приключений собирается это сделать. Набери девушку в свою команду, Рёта немедленно вмешивается и приглашает девушку стать его товарищем по команде. Оказывается, за это время Рёта не раз видел, как беловолосый авантюрист притеснял своих товарищей по команде, не желая видеть малышку. Над девочкой тоже издеваются. Он предлагает взять маленькую девочку в свою команду, услышав, что Рёта авантюристка, которая недавно приобрела большую популярность. Девочка немедленно соглашается на его просьбу. Маленькую девочку зовут Алиса, так как она может вырасти до. У нее только 2-й уровень, и ее навыки тоже обычные, ей очень трудно присоединиться к команде, однако вскоре Рёта обнаруживает в Алисе что-то особенное. По словам Алисы, она родилась в подземелье, которое может повысить уровень навыков, так что Рёта размышляет. У Алисы могут быть какие-то особые дропы после убийства тамошних монстров, так же как и семена, которые она получила в том подземелье с помощью Рёты. Алиса успешно убивает тамошнего монстра, хотя и не получает семя, которое случайно приручает. Монстр – ее домашнее животное. Оказывается, Алиса – особенный искатель приключений, который может приручать монстров в качестве домашних животных и просить их сражаться за нее. Кроме того, после битвы монстров можно превратить в уменьшенные версии, которые могут прятаться в ее одежде. Помогая ей приручить 2 домашних животных, Рёта возвращается домой вместе с Алисой, когда другие товарищи по команде видят прекрасную Алису. А также милых домашних животных, которых она приручает, они сразу же привлекаются к ней и тепло приветствуют ее, после чего начинается ежегодный фестиваль урожая. На улице есть киоски, торгующие различными закусками и мелочами. Рёта выводит девочек из команды на улицу. Он также объединяется с девочками для участия в конкурсе и выигрывает отличные награды. Все они хорошо проводят время, к сожалению, скоро. После того, как ночью произошел несчастный случай, Алиса внезапно направилась к подземелью, как будто ее вызвали. К счастью, ее остановил Рёта. И придя в себя, она сказала Рёте, что ей только что захотелось, чтобы ее вызвали, и человеку, который ее вызвал. Я был в подземелье неподалеку отсюда, которое также является подземельем, где Рёта может получить силу, развивая семена после убийства монстров. Как раз тогда они слышат, что монстры в подземелье перестают ронять предметы после того, как их убивают в этом мире, который получают люди. Каждый человек нуждается в жизни, убивая монстров. Если монстры перестанут бросать предметы, люди не смогут выжить. Рёта сразу же подумает о ненормальности Алисы. Только сейчас, вспомнив, что Алиса родилась в подземелье, он догадывается, что там произошли какие-то несчастные случаи. Подземелье, поэтому он бросается в подземелье один, удивительно, но все монстры в подземелье пропали, а это значит, что скоро появится повелитель подземелий. Он встречает повелителя этого подземелья, женщину-призрака. Он сразу же стреляет в нее, но пули проходят сквозь ее тело, не причиняя ей вреда. Она также отталкивает его ногой. Позже Рёта пытается атаковать разными пулями. Но лорд либо уклоняется от них, либо проходит прямо сквозь ее тело, сбитый с ног лордом Рётой. Отчаявшийся в этот момент, он с удивлением обнаруживает, что нога лорда ранена пулей, вспоминая только что произошедший бой. Ему мгновенно приходит в голову идея, когда лорд продолжает атаковать его, он снова отбивается, на этот раз пули попадают в цель. Тело лорда оказывается только что во время битвы Рёта обнаружил, что он может попасть в тело лорда только тогда, когда лорд нападает на него. С этим открытием Рёта наконец побеждает лорда, но он также впадает в кому из-за крайности. Изнеможение, когда он просыпается, он видит Эмили. Она говорит ему, что благодаря его победе над лордом, скорость падения в подземелье была восстановлена. Видя, что Рёта так много сделал для города, Эмили очень расстроена, она хочет громко объявить об этом. Все знают, что именно Рёта помогает их жизни вернуться в нормальное русло, однако Рёта объясняет, что он напал на лорда только для того, чтобы защитить свою нынешнюю жизнь. И каждый день наслаждаться супом из бобовых ростков Эмили. Именно тогда Рёта с удивлением обнаруживает, что лорд он. Только что побежденный уронил кольцо со специальной функцией, чтобы проверить его работоспособность. Он немедленно надевает кольцо и побеждает группу монстров. После чего очки опыта, которые он получил, превращаются во множество кристаллов в его сумке, как раз в тот момент, когда он колеблется. Найди человека, который попробует действие этих кристаллов. Неподалеку появляется принцесса с группой охранников. Однажды она подарила Рёте волшебную шкатулку, чтобы помочь ему собирать пули, но теперь она кажется очень расстроена. После общения Рёта узнает, что недавняя распродажа ее волшебных шкатулок была очень низкой.
поэтому принцесса намеревалась убить высокоуровневых монстров-драконов, чтобы заработать деньги. К сожалению, уровень монстров слишком высок, и по ее словам, ей будет очень трудно победить монстров. Услышав о текущем уровне, этот Рёта, похоже, что-то придумал. Он отдает все кристаллы из мешочка принцессе, и они мгновенно поглощаются, как только принцесса прикасается к ним. Удивительно, но уровень принцессы не только повышается, но даже ее атрибуты и уровни выпадения также улучшаются, что делает ее достаточно сильной, чтобы побеждать более могущественных монстров. Глядя на красивого и загадочного Рёту, принцесса сразу же испытывает к нему влечение, но Рёта не замечает этого. Аномалия, он взволнован, обнаружив, что эти кристаллы могут не только увеличивать очки опыта, но даже улучшать атрибуты. Он немедленно покидает подземелье, чтобы встретиться со своими товарищами. Он говорит им, что поскольку он может быть повышен только до первого уровня, все. Опыт, который он получил после убийства монстров, будет потрачен впустую, но теперь, пока он носит кольцо, убивая монстров, он может накапливать избыточный опыт в кристалле и делиться этими очками опыта со своими товарищами по команде. Позже Рёта купит их много, сбрасывает и размещает их на открытой местности, превращая их всех в бездомных животных. Затем он убивает этих монстров и получает множество кристаллов менее чем за день. Все его товарищи по команде повышают свой максимальный уровень, и их атрибуты также значительно увеличиваются вместе со всеми. Члены команды Рёты, достигшие полного уровня, еще более эффективны в борьбе с монстрами. Количество собранных ими предметов равно количеству, собранному половиной семьи. Поскольку Рёта много страдал в своей предыдущей жизни, он знает, как важно запасаться. Предметы первой необходимости не только повышают силу команды, поэтому он усердно работает со своими товарищами каждый день, сражаясь с монстрами, зарабатывая деньги. Интересно, что команда Рёты продает так много предметов каждый день, что гильдия просит Эрзу пожить в доме Рёты. Непосредственно для того, чтобы отслеживать все их товары и организовывать платежи, в результате команда Рёты добавляет нового члена, чтобы поприветствовать Эрзу. Члены семьи Рёты устраивают грандиозную вечеринку. Узнав об этом, все его друзья приходят, чтобы отправить поздравительные подарки принцессе, которая... Он влюблен в Рёту, и лидер семьи Нептун, который всегда хотел завербовать Рёту, также входит в их число. Рёте очень нравится это чувство. Раньше он был очень одинок, всегда работал сверхурочно и жил один, но теперь у него их много. Вокруг него друзья, он клянется беречь свою нынешнюю жизнь и помогать всем, насколько это в его силах, что приближает конец этого аниме. История Рёты больше похожа на пожелание автора. Он надеется, что каждый, кто усердно трудится, сможет получить вознаграждение, равное своему усилию, и то, что каждый добрый человек может прожить более счастливую жизнь по сравнению с жестокостью реального мира. Это аниме прекрасно как сказка.